Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень нежные и ароматные куличи на сливках. Если вы любите влажную, сдобную, сладкую выпечку, такой вариант вам точно понравится. Я готовлю сливочные куличи на протяжении многих лет. И сколько не экспериментирую с рецептами, этот остается одним из любимых. Все потому, что нежный кулич на сливках покорил меня своим мякишем, не имеющим ничего общего с сухими куличами, которые мы с вами пробовали не один раз в жизни. Сперва приготовим опару. В теплые сливки, их можно подогреть в микроволновке, всыпаем 2 чайные ложки сахара и пакетик сухих дрожжей. Очень хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились. Теперь берем большую миску. Всыпаем в нее просеянную муку, делаем небольшое углубление и вливаем сливки с дрожжами. Перемешиваем до однородного состояния. Вот такой консистенции должна получиться опара. Накрываем ее тонким полотенцем и оставляем в теплом месте без сквозняков приблизительно на полчаса. Я ставлю в духовку, разогретую до 40 градусов. Дверцу закрываю. Через 30 минут опара готова. Она увеличилась в объеме в 2-3 раза. Теперь начинаем замешивать тесто. Я привыкла работать с планетарным миксером, но также тесто можно вымесить и руками. В чашу миксера вбиваем 4 яйца плюс 1 желток, добавляем щепотку соли, всыпаем сахар и взбиваем все до пышности. Один белок у нас остается для украшения. К пышной яичной массе добавляем опару. Муку в тесто всыпаем частями. Ставим насадку крюк и начинаем замешивать тесто. Сразу всю муку не добавляйте. Ее может уйти чуть больше или чуть меньше. Это будет зависеть и от размера яиц, и от самой муки. У меня ушло 550 грамм. Также советую посмотреть рецепт творожной пасхи. Она получается очень нежной и напоминает творожный крем. Ссылку на нее вы сейчас видите в верхней части своего экрана, и я ее оставлю в описании под видео. Всыпаем последнюю часть муки и добавляем мягкое сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры. В общей сложности тесто вымешиваем довольно долго. 20-25 минут точно. Готовое тесто должно получиться эластичным и не прилипать к рукам. Накрываем миску тонким сухим полотенцем и ставим в теплое место для увеличения в объеме как минимум в 2 раза. В куличи я буду добавлять изюм. Заливаю его горячей водой и оставляю на некоторое время набухнуть. Также в куличи я всегда кладу лимонную цедру. Помимо изюма можно добавлять цукаты, курагу, чернослив, орешки, вяленую клюкву, все, что нравится вам. Сливаем с изюма воду, просушиваем бумажным полотенцем и добавляем немного муки. Перемешиваем. Тем временем прошел час. Тесто очень хорошо поднялось. Посмотрите, какое оно воздушное. Обминаем его руками и вмешиваем цедру и изюм. Обычно я пеку куличи в маленьких формочках в диаметре 5 см. Сегодня я решила сделать в формах побольше. Взяла 11 см. Из данного количества теста получается 4 кулича. Изюм и цедру вмешали, приступаем к формовке. Отщипываем кусочек теста, округляем его и кладем в форму. Заполняем форму тестом наполовину. Накрываем формы полотенцем и даем тесту подняться.
Оно должно заполнить форму на 3/4. Куличи ставим выпекать в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Если форма у вас большего диаметра, то времени понадобится чуть больше. Посмотрите, какие получились красавчики. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна быть чистой и сухой. Начинаем делать глазурь. В сахарную пудру вливаем 1 белок, добавляем несколько капель лимонного сока и взбиваем до пышности. Вот такая гладкая и блестящая глазурь получается в итоге. Такую глазурь можно наносить и на горячие куличи. Я делаю это таким способом. Обмакиваю кулич в глазури, а затем ложкой поправляю ее так, как мне нужно. Украшать можно кондитерской присыпкой, орехами, цукатами, безе, все, что нравится вам. Кстати, из всего процесса приготовления куличей этот этап мой самый любимый. Вот такие красивые куличи получились у меня. Давайте теперь разрежем кулич и посмотрим, какой он получился внутри. Сразу видно, что мякиш пористый и влажный. А какой ароматный и вкусный! Обязательно приготовьте сливочный кулич и порадуйте свою семью и близких. С праздником Светлой Пасхи! Если понравился рецепт, поставьте лайк, мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться на мой канал и нажать рядом на колокольчик, чтобы первыми смотреть мои новые рецепты. С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».